Привет, друзья! Этим солнечным вечером мы прогуляемся по Петроградке, а именно по Большому проспекту Петроградской стороны. Можно много и долго спорить, какой из проспектов, Каменноостровский или Большой проспект, это основные проспекты Петроградки, красивее, но они оба по-своему прекрасны. Сегодня идем по Большому. Ну и так, в тень. Начинаем мы от сквера князь Владимирского собора. На перекрестке с Ждановской набережной мы видим эклектику 1900 года по проекту архитектора Баранкеева. Никаких острых углов, плавный изгиб фасада с ажурными балконами. Это даже может быть удивить кого-то. Ну а по правую руку у нас на перекрестке с улицей Блохина доходный дом Телешкина. Также эклектика 1900 года, также округлости фасада. Ну, а сейчас, наверное, подставлю фотографию начала 20 века, как это место выглядело. На фотографии вы наверняка заметите трамвай. Он ходил по Большому проспекту с 1908 года. А еще раньше здесь пустили конку. Дальше вот мы идем к дому с такими башенками. Он также принадлежал почетному гражданину города Василию Телешкину. Архитектор Розенсон более ярко выделил фасад по сравнению с соседями. Эркеры с мощными консолями, кованые балконы и 3 остроконечные башни. Перебежим на эту сторону. То есть мы так всю дорогу будем бегать с четной на нечетную сторону, потому что с обеих сторон проспекта прекраснейшие образцы и модерна, и эклектики. Опять же, наверное, поясню за стиль, поясни за архитектуру. Какого ты образования? Знаете, мне бывало такое, задают или вопросы, или попрекают, но ничего. Эклектика — это даже и не стиль, это сборная солянка. Это как будто закидают меня тапками за это, но как будто бы дворовая собака с непонятной породой. То есть это сочетание разных стилей. Вот вам и эклектика. Звучит-то как красивенько, да? Казалось бы, что называется. Так, вот мы метров 50 прошли и останавливаемся у дома Чуваковых. Более известен принадлежавший им дом в конце проспекта в стиле эклектики. До него дойдем. Там на перекрестке с Каменноостровским. А этот как будто в тени, но не менее прекрасен. Тот же архитектор Вильгельм ван дер Гогт. Только здесь уже модерн. Сейчас перейдем обратно на нечетную сторону, и я покажу вам дом со стороны улицы Зверинской. Приходится делать такие маневры. Одна из отличительных особенностей Большого проспекта, это мы увидим, это светофоры. Это, ну, я сейчас про современность. Здесь сначала горит зеленый в одну сторону, потом зеленый перпендикулярной, в общем, дороге, а потом
пешеходам. И все пешеходы могут даже по диагонали переходить. Так что будем тут бегать. Возможно, где-то придется подольше подождать, просто предупреждаю. В этом доме жил, о чем, кстати, свидетельствует табличка. Вот у нас через дорогу. Сейчас подойдем. С 22 по 42 год 20 века в коммунальной квартире на 6 этаже жили художник Александр Савинов и поэт Николай Тихонов. Здесь бывали Владимир Маяковский, Ольга Бергольц, Александр Фадеев, который писал... Точнее, давайте сначала заглянем в парадную. Дома Чубаковых. Встречает нас такая красота. И давайте пройдем внутрь. Наверное, я вам покажу сейчас чудо-лифты, какие бывают в парадных. Вот мы видим, здесь буквально 2 человека только могут и поместиться. Скажем спасибо этому чудному изобретению человечества. Прекрасная парадная, со всего 2 квартирами на этаже. Остатки былой роскоши в виде, что у меня выпало слово, витража, господи, в виде витража. Отличные перильные ограждения в стиле модерн с цветочками и орнаментами. Прекрасно. Вот двери уже заменены на современные, но накладки, да, например, вот если у этой двери накладка повторяет оригинальный узор филенок, а в этой двери, конечно же, ничего общего с историчностью. Сейчас я ниже вам покажу. Есть квартира, где еще оригинальная дверь во всей парадной, всего одна. Здесь также накладка, здесь какой-то вагонкой обшито. Ну и вот на этом этаже сразу 2 интересных объекта. Это прорубленная дверь. Видимо, эту квартиру располовинили в свое время. Ну а здесь вот остался, видимо, квартира коммунальная. Ну, об этом нам свидетельствует масса проводов, кабелей от кабельного телевидения, ну и антенн. Но вот единственная дверь, которая с самой постройки дома, как будто бы. Хотя вот здесь вот такие остатки, знаете, были в некоторых домах, звоночки. И надо крутить, и колокольчик замикает. Да. В этих домах любят делать мини-отели с гостиницами. Эта парадная обошлась. Точнее, не обошлась без этого. Ну и мы спускаемся на 1-й этаж и сейчас продолжим свою прогулку по Большому проспекту. Ну вот и продолжим. Александр Фадеев писал: сколько нас, работников пера, из всех республик и городов Советского Союза ночевало под ее гостеприимным кровом. Сколько стихов прочитано здесь на всех языках наших народов. Стены этой квартиры опалены стихами. А до войны в этом же доме жила будущая телеведущая Валентина Леонтьева. Кому это что-то говорит? Так, вот, напротив дома Чубаковых на четной стороне проект Павла Мульханова, самого плодовитого зодчего петроградской стороны. Его мы еще не встретим.
Но пока любуемся эклектикой 1905 года. Вот, двинемся дальше. Большой проспект начали застраивать чуть раньше Каменноостровского, поэтому здесь сохранилось много домов до модерновой эпохи, там 1880-е, 1890-е года. Давайте пройдем пока молча. Я тут просто себе повыписывал парочку домов, о которых стоило сказать. Но о чем-то, конечно же, я умолчу. Вот, мы сейчас подходим к дому Колобовых. Дом занимает целый квартал. Вот от улицы Красного Курсанта, бывшая Спасская, до Пионерской улицы, бывшая Гребецкая. Дом Колобовых. Братья-лесопромышленники. Владели в Петербурге несколькими домами. Больше всего известен дом на улице Ленина. Но на Большом проспекте нечто особенное. Растительные орнаменты, бог торговли Меркурий, атланты. Сейчас мы это все увидим. Эклектика 1912 года. И снова Павел Мульханов, архитектор. Но на этот раз уже в сотрудничестве с Дмитрием Крыжановским. Эту фамилию мы сегодня не раз услышим. Заканчивайте переход. Заканчивайте переход. Вот у нас от левого угла и там до конца это все один дом. Все один дом. Кстати, там вот у центральной парадной есть примечательная плиточка при входе. Сейчас я вам ее, кстати, покажу. И, наверное, еще вот в эту парадную заглянем. Чем черт не шутит. Насколько я помню, парадная достаточно темненькая. Но там интересная плитка на полу при входе в парадную. Так, 10 секунд перематывать не буду. Там сейчас на первом этаже институт психоанализа. И вот перед входом такая, знаете, уже плитка с утратами. Ну, сейчас все увидим, ладно. Все. Дом Колобовых.
парадную засмотрелся, проскочил. Сейчас вот смотрите. Собственно, что здесь обратить внимание, это вот эта плиточка из таких маленьких, как будто мозаик. Ну и лепнина. Лепнина. И на потолке. Конечно, уже с утратами розетки потеряны. Ну и там сделан лифт внешний. Но особо больше интересно в этой парадной ничего нет. Дверка открыта, потому что, видимо, от своей тяжести она просела и просто цепляет за порог и до конца не закрывается. Ну а вот институт психоанализа, и у нас при входе историчная плиточка с такой надписью: Долгополов, Санкт-Петербург, заводы, акционерное общество Дзивульский и Лянги, Варшава, почта. Я видел фотографии, вот эта плиточка, она еще целиковая и не тронутая временем. Причем здесь ее уже восстанавливают, потому что вот эти просто покрашенные. А здесь вот видны части исторической плитки. А там есть еще вторая, похожая, парадная. Здесь уже этой надписи нет, но плитка тоже историчная. Плитка тоже историчная. Окей. Этот дом напротив нам тоже интересен. Не менее. Но еще скажу про дом Колобовых. Вот здесь на углу будет, да не будет, а есть Сбербанк. А до 17-го года, здесь на первом этаже находился знаменитый ресторан Яр. Тот самый, что Блок в записных книжках называл самым уютным местом на земле. Вот здесь вот эти окошки первого этажа был ресторан Яр. Так, еще сделаем оглядку на фасад. И вот у нас через дорогу на углу с Пионерской дом купца Бородулина. Великолепная эклектика 902 года. Выдаются эркер сильно над пешеходной частью на втором-третьем этажах, и на четвертом этаже балкон. Ладно. Давайте двинемся. Здесь перейдем дорогу, если нам позволят автомобилисты. Оказались на нечетной стороне, но нам интересен дом напротив. Мы перешли, чтобы его разглядеть. Дом также Павла Михайловича Мурханова. Доходный дом. Вот тут вопрос с ударением: колышко или колышко. Также эклектика уже 1912 года. На самом деле работоспособность у этих архитекторов
была чудовищная. Одновременно столько домов вести. Так, здесь у нас по нашей стороне еще один дом купцов Корневых. На самом деле тоже с очень интересными парадными. Но, как правило, парадные все уже в 10 тысячах слоях краски. Вся лепнина уже, не знаю, как это сказать, уже даже, знаете, и барельеф, и не барельеф, а уже просто какая-то одна плоскость замазана. Знаете, вот так Петербург часто упрекают в серости, но вот глядя на дома на Большом проспекте, все достаточно ярко. Ну, наверное, серое небо, и оно вот разбавляется разноцветием фасадов. Разноцветием фасадов. Да. Давайте здесь обратно перейдем. Окинем взглядом дом купцов. Корневых. Ладно, давайте дойдем до сквера с памятником Добролюбову. Девочки фотографируются с лицом уточек. Прекраснейшие улочки пересекают или упираются в Большой проспект. Тут у нас и Колпинская, и Стрельнинская, и Купчинская. Так, сквер с памятником Добролюбову. Улица Рыбацкая. Ну и сквер Большой Рыбацкий. Вот, дождались зеленого. Как видите, переходим перекресток по диагонали. Впереди нас ждет по левую руку
Вон там уже виднеется двухэтажное здание. Адрес Большой проспект 42 Петроградской стороны. Это важно добавлять. На углу Сколпинской улицы как раз особняк Андрея Васильева, гласного городской думы Петербурга. В советские годы здесь располагался Дом пионеров, тогда Ждановского района, и детская музыкальная школа. Вот. Ну а по правую руку, рядом с ним, как замок, возвышается дом Путиловой. Если бы проводился конкурс на самый красивый дом Большого проспекта, я бы отдал золотую медаль творению Ипполита Претро. Модерн, 1907 год. По заказу купеческой вдовы Татьяны Путиловой. Претро явно вдохновился шедеврами финского национального романтизма. Даже не влезает в кадр. Острый силуэт, разнообразные по форме и размерам эркеры. Мы видим, что справа, посередине, слева. Оконные проемы, переплеты, декоративная шероховатая штукатурка в сочетании с гранитной облицовкой, стрельчатые порталы, ну и, конечно, совы. Совы вот у нас прямо по кадру, справа и слева от парадной совы сидят. Ну вот мы со стороны Большого проспекта переместились к парадной. Вот те самые замечательные совы у входа. Ну и давайте я вас проведу через двор. Сейчас будет осторожно глаза. У нас, по-моему, это Школпинская, да, улица? Ни одной таблички на самом деле не вижу. Но вот эти вот парадные группы, конечно, вот так оформленные в граните. На вершине там как будто нос, вообще как будто ноздри. Ну и настолько утопленные парадные вглубь. Это очень несвойственно в целом в Петербурге. Так, я сам ничего не вижу. Я так полагаю, что и вы. Кафешки прямо на углу дома. Ну и вот сейчас забежим во двор. Во двор. Что, пахнуло что-то? Ребята курят не табак. Ох, дворик маленький, конечно, но вот смотрите, вот эти истории с лифтами. Это очень интересно. Ну вот мне прям нравится. Дворик небольшой.
стороны Стрельнинской улицы. К сожалению, шатровая башня утрачена. Она, по-моему, где-то вот на этом месте была. На этом углу. Ну что ж. А на уровне 5-го этажа со стороны Колпинской улицы в 2012 году восстановили, воссоздали Павел Игнатьев воссоздал орла там над балконом. Ну и в целом, вот я вам попытался бегло показать, но если дом с каждой 4 стороны можно обойти, с каждой стороны увидеть, найти что-то интересненькое. Так, а мы, кстати, пропустили дом напротив Путиловой. Дом Парфеновых. Здесь-то я хотел как раз задать вопрос, как вы думаете, кто архитектор? Вопрос оставляю открытым. Здесь по улочке мы можем как раз попасть на Малый проспект. К некогда советскому рынку. Да ладно. Не буду говорить название того места. Но место интересно с точки зрения гастрономии. Вот нас здесь сейчас интересует то зеленое здание, что по правую руку узкой своей частью выходит на Большой проспект. Это дом Липавского, одно из творений Федора Ивановича Лидваля. А Лидваля должны, наверное, знать все. Вот эти вот листочки, цветочки, орнаменты. На проспект дом выходит узким боковым фасадом, а в основном основной фасад выходит на Гатчинскую. Сейчас мы Гатчинскую перебежим, и будет там лучше видно. Так вот, с точки зрения декора не самый роскошный образец Лидваля, при этом все-таки меня восхищает, как мастер встроил его в ограниченное пространство. Вот он, красавец. Ну и, конечно же, ни один из исторических районов Петербурга не обошелся бы без проектов Павла Юльевича Сюзора. Здесь, на Большом проспекте, он тоже есть. Сейчас дойдем. Это дом Бадаева. Известному строительному подрядчику в начале 20 века Петербург обязан очень многим. Многими общественными зданиями. Например, Бадаевыми, целая династия Бадаевых. Они построили политехнический университет. Ну так вот, владел он собственными доходными домами. Самый шикарный из них, наверное, можно назвать тот дом, что на углу улицы Восстания и Жуковского. Ну а на Большом проспекте Петроградской стороны
Эклектика 1903 года Павла Сюзора. Вот мы подходим к этому желтоватому зданию с балкончиками, затянутыми зеленой сеткой. И вот нам надо выйти на угол, и там будет видно, или должно создаться ощущение, что чего-то не хватает. Тут у нас памятник Ленину, всем любителям. Освещается. Так вот. Вот слева вот это полукруглый угол. Должно создаваться ощущение, что чего-то не хватает. И это действительно так. Сейчас поставлю чертеж из проекта. На этом месте действительно была купольная башенка. Купольная башенка. Так, перебегаем пока зеленый. Ну и движемся дальше. Так, здесь очередной привет налоговикам. Инспекция Петроградского района находится в историческом здании. Вот, очередной интересный объект на нашем пути исследования. Это дом товарищества «Скороход». Это трехэтажное здание в стиле модерн. В Петербурге строили не только доходные дома, но и коммерческие. Яркий пример – торговый дом товарищества механического производства обуви «Скороход». Дом 1912 года. Интересный факт о нем, что архитектор Эрих Густавсон сделал проект, по которому здание возвели за 3,5, внимание, месяца. За 3,5 месяца. Не года, месяца. Про Скороход, наверное, скажу, чтобы понимали весь масштаб. Это крупнейшее объединение производства обуви, основанное еще, по-моему, немцами в 1882 году. В 1910 году этому товариществу было придано имя «Скороход». Впоследствии уже в современной России это было объединение «Скороход», несколько фабрик обувных. В год Великой Отечественной войны на Скороходе делали обувь для армии. Сами здания фабрики находилось на метро Московские ворота. Там и производство вагонов было, но там уже все это снесено. А здание Скорохода сейчас переделывают лофт-пространство, всякие коммерческую недвижимость. Но, надеюсь, это все как объект исторического наследия хотят сохранить. Ладно. Самое важное-то что? В 23-м году Скороход обанкротили. Крупнейшее было предприятие. Входило там в 500 лучших предприятий страны. Там на конец десятых 21 века. А в 23-м году окончательно обанкротили. Как так? А вот так.
очередного представителя неоклассицизма на углу с улицей Подковырова, неоклассика 2012 года, по проекту уже ранее упомянутого Дмитрия Крыжановского, доходный дом Утымана. Утымана. Ну и Подковыровская улица, Подковыровский сад слева от дома. Хорошо, движемся дальше. Следующий за ним доходный дом Антоновой, с желтым низом. Перестроен в 1913 году по проекту Василия Васильевича Шауба на основе стоявшего на этом месте особняка Изенбека. К этому времени Шауб отошел от модерна, и здесь мы видим привет неоренессансу. Хотя фасад на уровне первого-второго этажа включает элементы югенд-стиля. Получилась потрясающая эклектика, опять же, смешение стилей. Так, здесь мы должны будем обратно перейти на левую сторону, точнее на четную. Вот заметьте, как вдоль. Ну и одной из отличительных черт этого дома является сочетание парадной лестницы. Мы видим, мы сейчас находимся на парадной части, и черной лестницы. То есть вот это выходы с квартир не парадные, ну и вот выше парадные. Тут, конечно, тем самым решался вопрос освещения архитектором этого дома. То есть тут получается, что второй свет. Ой, это свой, посмотрите, это привет из коммуналок. Еще до сих пор есть, кто подписывает фамилии у дверных звонков. Вот, про второй свет. То есть с черной лестницы, там уже большие окна. Ну и вторым светом, получается, освещается главная лестница. Тоже вот эта вот особенность громаднейших дверей двухстворчатых. Причем это решение-то, я вот имею в виду про совмещение двух лестниц, скажем так, не уникально. Это не единственный дом в Петербурге с таким решением. Сейчас вот мы еще выйдем на улицу, я вам покажу, как эта парадная из чего состоит. Прям что ни на есть историчные двери. Здесь уже почему-то часть зашита, к сожалению. Сразу обращу внимание на высоту потолков. Скорее всего, здесь 3,5-4 метра. И в квартирах, соответственно, точно так же. Вот мы уже на первом этаже, и получается, что у нас здесь, вот мы выходим, одна дверь, здесь у нас виден общий холл, и там абсолютно точно такая же лестница, и вот направо уже выход из парадной. Из парадной. И наблюдаем металлическую дверь.
Такой красивейший парадный из камня. Ютятся человечки. Погода хорошая, теплая, солнечная. На самом деле каждый дом так или иначе здесь достоин своего внимания. Но обо всем я чисто из-за ограниченного времени. Мы тут вечно ж ходить не можем. Поэтому акцентирую внимание на некоторых только домах. Но на самом деле, что не дом, то произведение архитектурного искусства. И такой сборной солянки стилей вы даже на Невском не встретите. Вот у нас там уже впереди дом с башенкой. Про него-то я и хочу пару строк. Тут у нас сталинский ампир. Дом 1953 года. Потому что от ампира тут мало чего. Сталинский классицизм, наверное, даже скорее. Что ампир-то? От ампира ничего не вижу. Вот. Дом с башенкой. Дом Алюшинского. Или Алюшинского. Опять же. В жизни никогда ни от кого не слышал произношений. Даже перейдем, дабы попробовать попасть в парадную. Так, а я вам чуть-чуть скажу про него. Еще один дом-замок на Большом проспекте. Только в отличие от владения Путиловой, более изящный. Со множеством щипцов, сохранившихся до наших дней. Но эти щипцы жилые, там комнаты. Архитектор Дмитрий Дмитриевич Устругов не столь известен, но, пожалуй, это его лучшая работа. Давайте подойдем. А сам Иван Федорович Алюшинский, предприниматель, меценат, владел на Петроградской стороне несколькими заметными домами, но это, безусловно, хит. Вот. Давайте я вам покажу, как оформлена парадная группа в этом доме с такими фонарами. Тут, конечно, уже следы утрат и ржавости, но со стороны Ординарной улицы, ой, или вот над балконом, как над балконом, над эркером. И вот там в конце дома еще одна парадная. И жильцами этого дома отреставрирована печь. Ну и слева от печи висит плакат с историей дома. Давайте сейчас перенесемся. Ну а в этом доме со стороны с Ординарской улицы, ну как пишут, что жильцами отреставрирована печь. Здесь есть история дома Алюшинского. Но печь, конечно, была с утратами. И какие-то части оригинальные. Знаете, как правило, эти в советское время печи все были простой масляной краской замазаны в цвет стен. Но вот сейчас есть
активисты, которые занимаются реставрацией таких печей в подъездах, в парадных, на лестницах. Внутренний двор. Но в целом здесь уже особо парадную ничем нас не удивит. Здесь хотел я вам показать как раз печку. Ну и самое интересное, это вот основание перил, как будто бы львиная лапа. Да. Еще раз спасибо этой парадной, что пустили нас. Ну и продолжим. В одной из парадной находится самый длинный коридор в доходных домах. Это вот со стороны Большого проспекта, правая парадная. Куда мне попасть сегодня не удалось. Вот этот домик всеми туристами разрекламирован и поэтому любим. Люди пытаются попасть в эту парадную, вход под этим эркером, дабы выйти на балкон. Из балкона бы был шикарный вид уже на площадь Льва Толстого и на дом Алюшинского. Но сегодня опять попасть туда сложно, потому что жильцы очень ревностно относятся к тому, что туда ходят. Но дом 1899 года, на самом деле такой очень, сами видите, какие окна на каждом этаже разные. А вот этот эркер как раз посередине, это лестничная площадка. Давайте, последний рывок. На перекрестке с Каменноостровским проспектом еще один дом Чубаковых, также по проекту Вильгельма ван дер Гёхта. Это розовое здание, также с атлантами, с капителями, со всем. Ну а мы вот на площади Льва Толстого. И у нас получается, что у Большого проспекта остается маленький хвостик. Раньше Большой проспект упирался в Каменноостровский, вливался в него, и все, и тупик. Но позже был построен его продолжение, поэтому про него я расскажу в следующем видео. Поэтому, друзья, подписывайтесь, не переключайтесь, не забывайте про меня, подписывайтесь, не пропускайте следующее видео. Для этого ставьте колокольчик. Пишите комментарии, ставьте лайки, помогайте продвижению этого видео, моего канала, развитию. Всех благ, добра, удачи, пока!